По официальным данным, на 12 августа 2026 года ситуация в Колумбии после землетрясения магнитудой 7,4 приняла масштабы национальной катастрофы. Число подтвержденных жертв возросло до 254, более 2500 человек ранены, а свыше 4000 жителей числятся пропавшими без вести. Землетрясение в Колумбии, произошедшее в понедельник, стало 10-м в мире с начала года, магнитуда которого достигла 7. Оно также стало сильнейшим в Колумбии с 31 июля 1970 года. Тогда было зарегистрировано землетрясение магнитудой 8. Толчок произошел утром в 7 часов 34 минуты и 28 секунд по местному времени. Сейсмологи отмечают, что тип смещения пластов был сдвиговым. Это вызвало мощный резонанс в межгорных долинах Анд, где плотность застройки наиболее высока. Непрерывные колебания земной коры продолжались ровно 2 минуты. Пиковое ускорение грунта достигло 0,427 G, что привело к мгновенной потере устойчивости старых кирпичных зданий и построек из неармированного бетона. На данный момент в регионе зарегистрировано более 54 авторшоков, самый сильный из которых имел магнитуду 5. Новый президент Абелардо де ла Эсприелла подписал чрезвычайный указ и ввел чрезвычайное экономическое и налоговое положение в стране. Это дает ему временное право принимать финансовые решения в обход Конгресса, чтобы экстренно направить все деньги и резервы на спасение людей и восстановление инфраструктуры. Масштаб разрушений затронул основные городские центры на западе страны. По данным ООН, полностью разрушено 61 крупное строение, свыше 5000 жилых домов получили серьезные повреждения. В Кали, в департаменте Валье-дель-Каука, в третьем по величине городе страны, зафиксировано обрушение как минимум 26 многоэтажных зданий. Гуманитарный кризис усугубился из-за повреждения университетского госпиталя, где обвалилось целое крыло, уничтожив педиатрическое и неонатальное отделение. Пациентов эвакуировали через окна на веревках. Врачи оказывали помощь новорожденным прямо на асфальте автомобильной парковки. При этом в жилом комплексе Ла Торре-дель-Лимонар спасатели совершили чудо. Им удалось извлечь из-под завалов живыми женщину и 6-месячного младенца спустя почти 30 часов после землетрясения. Hagamos silencio, hagamos silencio. Dejen esto. La estructura está ahí. Hazme un favor. Llámale a la gente que nos colabore con el estudio para nosotros. Dale. Vamos. Город Перейра в департаменте Рисаральда лидирует по числу человеческих потерь. Здесь погибли 60 человек. В момент толчка отключилась городская канатная дорога. 16 пассажиров оказались заблокированы в кабинках на огромной высоте. Спасателям удалось снять людей только через 6 часов. В связи с угрозой бунта и разрушением внешних стен, силовые ведомства начали экстренное этапирование 370 участников крупнейших наркокартелей в другие колонии страны под конвоем армии. В Манисалесе введен ночной комендантский час для пресечения мародерства. Инженеры после осмотра признали несущие конструкции поврежденного кафедрального собора аварийными. Vea, se cayó. Se está cayendo la torre de la catedral. Están cayendo las torres de la catedral. Логистическая система Западной Колумбии парализована. Помимо 6 гражданских аэропортов, закрытых из-за повреждений взлетно-посадочных полос, полностью прекратил прием судов аэропорт города Попаян. Причиной стала сильная активизация действующего вулкана Пурасе.
Колумбийская геологическая служба подчеркивает, что Пураса находится на оранжевом уровне угрозы с 1 августа. Землетрясение 10 августа напрямую не связано с процессами в вулкане, так как тектонический удар произошел на глубине более 100 километров, а магматический очаг Пурасы находится в приповерхностном слое на глубине менее 1 километра. Тем не менее, Пурасы продолжает выбрасывать пепел на высоту до 3400 метров. Катастрофа приобрела международный характер. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что как минимум 164 человека из списков пропавших без вести являются испанскими подданными. Это туристы и экспаты, находившиеся в кофейном регионе. На латиноамериканском пространстве разгорается дипломатический диспут. Президент Сальвадора Наиб Букеля сообщил, что колумбийские власти первоначально ограничили доступ иностранных спасателей на свою территорию. Колумбийский лидер де ла Эсприелла уклонился от прямой полемики, публично поблагодарив Сальвадор за отправку 2 военно-транспортных самолетов со 100 тоннами гуманитарных грузов и медикаментов. Также помощь и кинологические расчеты направили Мексика и Венесуэла. В Боготу прибыла американская группа DART для координации спутниковой съемки. Белый дом выделил $15,5 миллионов на экстренное развертывание палаточных лагерей. Европейский Союз задействовал космическую группировку спутников «Коперникус» для картографии зон завалов. Mano, mi hija, huevo, mi hija. La niña. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Золотое 72-часовое окно, в течение которого шансы найти выживших под завалами наиболее высоки, стремительно закрывается. Военнослужащие армии Колумбии, полиция и международные спасательные миссии ведут работу в круглосуточном режиме. Информация о погибших и экономическом ущербе будет корректироваться по мере восстановления связи с удаленными районами департамента Чоко.